Всем привет! Меня зовут Василиса Дованкова, и это новости за последние 72 часа. В этот раз мы с вами видимся на день позже, потому что вчера я была немножечко другого цвета, а именно красного, потому что на отдыхе я обгорела как последняя тварь. Если вам интересно узнать подробности, где я, что делаю, как отпуск и все такое, то все это есть в моем инстаграме, ссылка на который есть в описании, обязательно переходите туда и подписывайтесь. Ну а в этом выпуске мы поговорим с вами о том, развелись ли LJ и Настя Ивлеева, кто изнасиловал Леди Гагу и как в скандал с трансвеститами попала автор Гарри Поттера. Погнали! Настя Ивлеева развелась с LJ. Об этом все уже давно говорят, но ясности все нет и нет. Недавно интерес к паре подогрело фото Насти без обручального кольца на безымянном пальце. Да и к тому же известно, что недавно пара разъехалась. Настя жила в съемной квартире на Патриарших прудах площадью 128 квадратных метров и платила за нее где-то 210 тысяч рублей в месяц. LJ же остался в загородном доме, который они с Настей вместе купили в 2019 году. Однако на подобные слухи инсайдеры говорят, что у пары просто затяжной кризис в отношениях. Оказалось, что дело в том, что ребята немного разные. Настя тусовая девчонка, она любит зависать с друзьями, вечеринки и прочие такие радости, а вот LJ наоборот домосед и лишний раз выходить из дома не очень хочет. Также инсайдеры утверждают, что пусть и без обручальных колец, но пара все-таки вместе. Да и у Насти в инстаграме последнее время фигурируют сторис именно из их загородного дома. Разводом или воссоединением закончится этот кризис в отношениях Насти и LJ, думаю, мы с вами узнаем в последнюю очередь, потому что обычно звездные пары не очень любят распространяться о таких вещах. Кстати, эту новость о размолвке в паре Насти и Леши я рассказывала в своем телеграм-канале. Да, он у меня есть. Я оставлю вам ссылку на него в описании, он называется точно так же, как этот канал, и новости там иногда появляются оперативнее, чем я успеваю рассказать вам их здесь. Ля ты крыса! Так вот, новость о кризисе Ивлеева и LJ появилась там раньше. Мы успели с подписчиками порадоваться, что вроде они съехались обратно, как LJ снова негативно засветился в сети. Ну здрасте, ёпт! Как все было? К счастью, LJ ехал в машине с Ивлеевой, что означает, что они все-таки действительно начинают мириться. Но, к сожалению, его остановили гаишники, а он оказался за рулем пьяным. От медосвидетельствования LJ отказался, но признал, что был за рулем нетрезвым. Также очевидцы утверждают, что он предлагал гаишникам взятку в размере примерно 700 тысяч рублей. Гаишники же оказались непреклонными. Что ж ты делаешь-то, гад? Что ж ты мне евро свои поганые суешь? Ну, либо он как-то неправильно предлагал им эту взятку. Третий же вариант и самый печальный, возможно, он был не только под алкоголем. Так что новость такая двоякая. С одной стороны, ребята снова вместе налаживают отношения, а с другой стороны, ездить нетрезвым за рулем – это, конечно, днище. Немножко отвлечемся от блогеров и порадуемся за нашу медицину. Вам же наверняка приходилось подцеплять какую-то болячку и пить антибиотики, чтобы ее, собственно, вылечить. Дело дрянь. Ничего страшного, подлатаем. Сам не заметишь, как встанешь на ноги. Они, конечно, очень помогают, но также чертовски вредят организму. Антибиотики действительно помогают молниеносно, но борются не только с вредными бактериями, но и с полезными тоже. Это я все к чему. Теперь антибиотики будут не так вредны для нашего здоровья благодаря разработке наших ученых из НИТУ и МИСИС. Они придумали, только вдумайтесь, с помощью нанотехнологий, как можно доставлять антибиотики прямо в зараженное место. При этом они пишут, что дозировку можно снизить аж в 6-7 раз, что, естественно, гораздо меньше будет вредить телу. Я считаю, что новость великолепная и надеюсь, что у наших ученых все получится, потому что разработки в сфере медицины лично мне кажутся одними из самых важных разработок. Ну а пока вернемся к новостям звезд и, к сожалению, не очень радостных. Леди Гага рассказала о том, как ее изнасиловали. Однако это произошло не сейчас, а какой-то длительный период времени назад, но оставил на певице глубокую психологическую травму и беременность. Обо всех этих событиях Гага рассказала в документальном фильме о себе, который называется «Я, которую вы не знаете». Вся ситуация произошла, когда певице было 19 лет, она только начинала свою карьеру, и сделал это ее продюсер. С тех пор она страдает заболеванием, из-за которого мышцы ее находятся в постоянном напряжении. Это называется фибромиалгией. Несмотря на все эти подробности, Леди Гага отказалась называть его имя, и не из жалости, как она говорит, а просто потому, что не хочет иметь ничего больше общего с этим человеком. Я пыталась представить
представить себя на ее месте, и не знаю, назвала бы я все-таки имя этого продюсера, чтобы люди знали, или не назвала бы. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если вообще возможно такое представить, назвали бы вы его имя или не назвали. Ирину Шейк заподозрили в связи с Канье Уэстом, бывшим мужем Ким Кардашьян. И речь идет, естественно, не о деловой связи, а о связи интимной. Есть следующие основания. Во-первых, она снималась в его клипе Power, а во-вторых, неоднократно презентовала его бренд одежды. С учетом того, что Шейк уже была в отношениях с Криштиану Роналду и даже родила ребенка от Брэдли Купера, не исключено, что она могла покорить и сердце Канье Уэста. Но по мне, основания или улики, если хотите, достаточно слабенькие. Мне кажется, так можно связать любого человека с любым другим человеком, поэтому давайте посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, если они действительно вместе, то какие-то папарацци обязательно выловят их где-то вдвоем, и мы с вами об этом узнаем. Дава станет новым ведущим Дома 2. Иногда мне кажется, что блогеры соревнуются, кто больше зашкварится, и Дава только отошел от того, что все захейтили его за то, что он настроил таргетированную рекламу на записи соболезнований Казани, так теперь становится известно, что он заменит Ольгу Бузову на посте ведущего Дома 2. Пока, конечно, это выглядит как соревнование именно с Олей, типа посмотри, ты ушла из Дома 2, теперь я туда пришел, я новый король, или что он хотел этим сказать, я, если честно, вообще не понимаю. Но выпуски с ним мы сможем увидеть уже 1 июня, если, конечно, кто-то из вас смотрит Дом 2. Напишите мне, кстати, об этом в комментариях, мне интересно посмотреть, смотрит ли действительно кто-то. И раз уж мы начали говорить о Доме 2, давайте поговорим о еще одной его ведущей, Ксении Бородиной. Недавно она вышла к подписчикам в сторис, очень злая, то есть ее прям бомбило, и не из-за того, что Дава теперь будет сидеть рядом с ней на бревне. Дело в том, что одна ее подписчица, тиктокерша, обвинила Бородину в том, что она рекламировала букмекерскую контору, на которой эта самая подписчица потеряла 80 тысяч рублей. И, собственно, в своих сторис Бородина выдала гневную тираду на тему того, что она никогда не рекламировала букмекерские конторы, а если эта девушка-подписчица тупая курица, то это абсолютно не ее вина, потому что только тупая курица могла вложить 80 тысяч рублей в букмекерку и, естественно, проиграть их. Я не рекламирую никаких мошенников и не говорю вам, срочно перейдите вот сюда, и вот вам сейчас будет хорошо. На мой взгляд, в этой ситуации нету правых, потому что, с одной стороны, Ксения могла и не рекламировать букмекерку, но прорекламировать какого-то чувака, например, который, как она, например, сказала, классный блогер, а он уже в своем блоге, соответственно, показывает, как он развивает букмекерку, как это классно, переходите, вкладывайте деньги, и, естественно, из-за того, что люди поверили Бородиной, то они поверили и ему тоже. Кинули, как лохов последних, как школьник. С другой стороны, девушка, которая потеряла деньги, достаточно взрослая, и если во взрослом возрасте ты не знаешь, что букмекерка это, как бы помягче сказать, кидалово, то, скорее всего, ты действительно тупая курица, и если ты не потеряешь деньги в одном месте, то потеряешь их в другом. А всем, кто сейчас меня смотрит, я хочу еще раз сказать, пожалуйста, никогда не вкладывайте деньги в букмекерку, никогда не верьте постам типа, о, я куда-то вложил 1000 рублей, а завтра получил 100 тысяч рублей. Даю честное, благородное слово. Так не бывает, это не работает, это невозможно, это все обман, никогда так не делайте. Вообще сейчас, к сожалению, очень много блогеров рекламируют подобные ставки, и что самое интересное, они постоянно пытаются уличить в этом друг друга. Например, блогер Хазбек активно попрекал этим своего оппонента Абдуразика. И если что, я сразу заранее извиняюсь, если вдруг неправильно прочла их имена. В общем, рассказываю, что конкретно случилось. Это произошло на конференции перед боем этих двух блогеров. Если вы хоть раз смотрели бои, то знаете, что перед боем всегда идет пресс-конференция бойцов, на которой они, как правило, очень скандалят, пытаясь привлечь ажиотаж к бою, и это на самом деле нормально. Бой же блогеров, о которых я говорю, примечателен тем, что суммарный вес двух бойцов составляет 35 килограмм. А конференция, на которой они обменивались любезностями, собрала больше 10 миллионов просмотров, и чтобы вы понимали, это больше, чем у Хабиба с Макгрегором. Такой ажиотаж вокруг всего этого, естественно, из-за необычного внешнего вида бойцов. В 18 лет они напоминают, ну, дай бог, первоклассников. И, естественно, по поводу этого боя бушует сеть, потому что одни считают, что это аморально, у людей явные проблемы со здоровьем, и у них могут быть, например, слабые кости или что-то другое, и бой может закончиться очень и очень плохо. Другие же отвечают,
отвечают: представьте, что вы всю жизнь заперты в теле маленького ребенка. Ваша жизнь не так полна трудностей и соболезнований, а вот сейчас вам представился настоящий шанс почувствовать себя бойцом в настоящем бое, который будут смотреть более 10 миллионов человек. Я в этой ситуации придерживаюсь второй точки зрения. Я считаю, что это нормально, людям есть по 18 лет, они вправе решать, как распоряжаться собственным телом и вообще нести за себя ответственность. Я очень надеюсь, что этот бой закончится хорошо и принесет ребятам популярность. Ну и так выходит, что в третий раз за выпуск нам приходится вернуться к Дому 2. Может, не надо, Шурик? Надо, Федя. Речь пойдет о таком же доме, вот только доме для тиктокеров, о хайп-хаусе. Почему-то оттуда продолжают бежать участники, и не просто бежать, а еще и плевать на ходу в его сторону. Именно так недавно сделал и Егор Шип, хоть и выразился немножко сдержаннее, чем остальные бывшие участники хайп-хауса. Шип сказал, что считает, что хайп-хаус не добавил ему популярности, популярность у него была и до того, как он вступил в этот дом. Однако, как он говорит, команда хайп-хауса преподала ему хороший урок, что нельзя доверять людям и нужно ценить то, что у тебя есть в настоящем. Мы с вами уже обсуждали, что во всех этих скандалах с хаусами очень трудно разобраться, потому что, конечно, ни одна, ни вторая сторона никогда не разгласит правду до конца. В этой же ситуации с Егором из хайп-хауса мне интересно, о ком он говорит так: о самой команде хайп-хауса, то есть о ребятах-блогерах, или же все-таки о продюсерах, которые обещали ему какие-то нереальные перспективы, а в итоге получилось как всегда. Автор Гарри Поттера Джоан Роулинг попала в сексуальный скандал. Ну а если быть точнее, то в транссексуальный скандал. Джоан умудрилась вляпаться в эту историю и даже поссориться со Стивеном Кингом. Кто не знает, это такой писатель, который лучше всех пишет ужасы. Автор Гарри Поттера негативно выразилась о транссексуальных женщинах, сказала, что никакими женщинами они на самом деле не являются. На что Стивен Кинг выразил противоположную точку зрения, а Джоан Роулинг заблокировала его в своем твиттере. Если вы давно меня смотрите, то, думаю, знаете, на чьей стороне в этом конфликте я. Конечно же, я поддерживаю Джоан Роулинг, потому что, естественно, придерживаюсь точно того же мнения, но и Стивен Кинг, кстати, на нее не обиделся. Он считает, что в демократическом обществе каждый имеет право придерживаться того мнения, которое ему ближе. А пока мир спорит о том, как можно высказываться о гендерах, Федук женился на своей девушке Александре Новиковой. Александра — это не просто девушка, если можно так сказать, а дочь Аркадия Новикова, владельца Новиков Групп. В эту Новиков Групп входят одни из самых крутых ресторанов по всей России. Александра и Федук нигде не писали о том, что собираются пожениться, и, соответственно, поженились тайно, а потом просто выложили снимок в Инстаграм и подписали одним словом «семья». Одному мужчине, пока назову его так, жена запретила Pornhub. Что? Нет! 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 Для начала давайте признаем, что почти все взрослые люди смотрят порно, и в принципе в этом нет ничего такого, просто об этом не принято разговаривать. Однако сложно скрыть свое отношение к этому жанру кино, если можно так выразиться, если ты Бернд Бергмайер, владелец Порнхаба. Само собой, его жена знает, чем ее муж зарабатывает им на жизнь, однако никаких поблажек в связи с этим она для него не делает. Эта жена Бергмайера настаивает, чтобы он отказался от сотрудничества с платформой, потому что как-то раз там разместили видео с изнасилованиями и секс-торговлей подростками. Оказалось, что компания просто не проверила эти материалы, выложила их, а потом получила с них прибыль. Ладно, и так сойдет. Жена считает, что нельзя получать деньги таким грязным способом, и в принципе я думаю, что в этой ситуации она права, потому что одно дело, когда люди занимаются сексом по своему желанию, разрешают снимать себя, и вообще это целая индустрия, а другое дело, когда это происходит против чьей-то воли. Поэтому, собственно, жена Бергмайера просит разорвать его любые контакты с Порнхабом, и я ее в этом поддерживаю. У вас наверняка же было такое, особенно в весенний период, когда не знаешь, что надеть на улицу. Внимание, вот так выглядит, мне нечего одеть. Надеть мне нечего. Надеть кофту, или она будет таскаться в рюкзаке, не брать кофту, или тогда ты замерзнешь. Короче, речь идет о той погоде, когда абсолютно непонятно, во что одеваться. И в Исландии решили эту дилемму. Они изобрели одежду из желе.
Речь идет о том, что ее можно будет просто растопить и переделать во что угодно, правда, пока что только в топы. Сама одежда будет выполнена из желатины и сможет принимать любую форму, однако пока как это все конкретно будет работать, абсолютно не ясно. Да и я слабо могу себя представить надевающую что-то из желатина, он ведь липкий и тает, и мягкий, и, короче, мне кажется, это все будет максимально неприятно ощущаться на теле. Однако посмотрим, может быть, исландские изобретатели нас все-таки приятно удивят. Ну а на этом у меня на сегодня все. Пожалуйста, не забывайте подписываться на этот канал, делать эту кнопочку серой и не пропускать новые выпуски. А мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!